Сегодня у нас будет большой разбор авиакомпаний. Я лечу из Бишкека в Ташкент. Это довольно-таки популярное направление. И сегодня у нас на разборе будет 3 авиакомпании. Это TestJet, Centrum Air и узбекские авиалинии. Мы узнаем, где удобнее, где лучший сервис, плюсы и минусы каждой авиакомпании. Давайте разбираться. И первая на обзоре у нас будет авиакомпания Centrum Air. На стойке регистрации было открыто несколько касс, поэтому очередь двигалась довольно-таки быстро. Ну вот и все. Управились за несколько минут. Работало аж целых 5 касс. Представляете, да? Никогда такого не видел. Таможню прошел без проблем. Теперь можно немного выдохнуть и оглядеться. Зона Duty Free всегда похожа на маленький город внутри аэропорта. Так, интересно, на чем же мы сегодня полетим? А может быть на этом? Нет, это какой-то грузовой. Ах, вот он, наш красавчик, спрятался за деревцем. Добрый день, 9А. 9А, брат, все. Брат вежливо указал мне дорогу, куда идти, и я пошел искать свое место. А теперь давайте посмотрим на удобство самолета. Расстояние между сидениями достаточное, чтобы комфортно сидеть. Отделение для ручной клади большое и просторное. Самолет чистенький, аккуратный, как новый. Столик для еды удобный, без царапин и потертостей. Боковые ручки не затертые. Ставьте скобу в пряжку замка и затяните туго, потянув за край ремня. А пока мы взлетаем, какую оценку вы бы дали состоянию самолета? Напишите в комментариях. А теперь пробежимся по ассортименту напитков, предлагаемых в самолете. А вам какой брат? Томатный сок есть? Нет, только напитки, до пепси. Сервис предлагает брендированные стаканчики, и это дополнительный балл компании. Дамы и господа, мы готовы к посадке. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, столик закрыт, шторка иллюминатора открыта. Ну вот мы и добрались до Ташкента. Полет был комфортный и без приключений. Кто из вас может определить, это Airbus A320 Neo или A321 Neo? Первое впечатление позади, перелет окончен. А теперь посмотрим, как здесь организован процесс паспортного контроля и выдачи багажа. Управился я минут за 20. Centrum Air относительно недавно поставили свои самолеты на рейс Бишкек-Ташкент, но они активно борются за каждого пассажира. У них очень хорошие самолеты, хороший сервис, у них большие отсеки для ручной клади, но также есть свои недочеты. Например, окошко, за которым я сидел, было немножко грязное. Не то, что грязное, а там было какое-то напыление, и удачно снять весь процесс мне не удалось, то, что я хотел. Цены у них средние, что-то между TestJet и узбекскими авиалиниями. Единственный минус у них, их рейсы всего лишь 2 раза в неделю. Centrum Air оставила свои впечатления, но впереди главный игрок – узбекские авиалинии, и тут есть чем удивить. Сегодня лечу из Ташкента в Бишкек узбекскими авиалиниями. Чемодан при мне, паспорт при мне, настроение отличное. И главный вопрос. Сегодня мы проверим, насколько хороши узбекские авиалинии. Говорят, все начинается с регистрации. Ну что ж, давайте проверим, умеют ли узбекские авиалинии удивлять еще на стойке. Народу, в принципе, не так уж и много. Посмотрим, как быстро мы пройдем. Сейчас время, не 1:30, это без 20 час. У меня просто бишкекское время. Работало всего 2 кассы, но народу было не так уж и много. Ну вот, буквально за 10 минут, даже за 8 минут управился с регистрацией. Первый раз в такой пробке стою. Регистрация прошла гладко, контроль тоже. Но как выглядит Duty Free в ташкентском аэропорту? Давайте проверим. Есть ощущение, что в ташкентском Duty Free можно набрать второй чемодан только из сувениров. Обычно я прошу на регистрации, чтобы мне дали место у окошка или у прохода. Но сегодня народу было очень много, и мне дали посерединке. Я попросил девушку, чтобы, если есть возможность, то пересадить меня у окошка или же у прохода. Она согласилась. Посмотрим, насколько это было правда. Поможет она или все-таки это было просто так, чтобы я быстрее ушел. Не только магазины, но и кафе здесь заслуживают внимания. Посмотрим, чем можно перекусить перед полетом. Конечно, красиво все оформлено. Цены здесь такие, что еда сама по себе уже ощущается как лакшери-сувенир. А это вход в бизнес-лаунж, прям как портал в иной мир. Так, ну что, наш гейт P6 уже открыт, можно идти на посадку.
Народу сегодня просто нереально много. Скорее всего, будет полный самолет. К счастью, мои опасения не оправдались. И все эти люди шли на рейс в Урумчи. Здрасте, это Яхоники, да? Так, да, Да-да-да. помню. Так, ну тогда давайте я вам багажную бирку отдельно дам. Хорошо? Хорошо. Все, проходите. Все, какое у меня там? Там после окошка, как вы попросили, папа. Все, спасибо. Вот это я понимаю сервис. После недолгого поиска своего места и размещения ручной клади в багажный отсек можно осмотреть салон самолета. На борту все стандартно, компоновка кресел 3-3, места не слишком много, но и тесно не ощущается. Сейчас я покажу подробнее, как выглядит салон Airbus A320 Neo. Подлокотники между креслами чистенькие, без царапин, выглядят как новенькие. Так, ну здесь тоже все аккуратненько. Расстояние от ног до кресла достаточно. А вот и чемоданчики наши подоспели. Обратил внимание, что у Centrum Air бортпроводники в основном мужчины, а у узбекских авиалиний девушки. Так, ну все, мы взлетаем, теперь будем ждать напитки. Из напитков предлагают воду, пепси, а также соки, что не было у Centrum Air. До свидания. Интересно, как меняется впечатление от авиакомпании у разных пассажиров? А вы летали узбекскими авиалиниями? Что вам запомнилось больше всего? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Багаж тоже не заставил себя долго ждать, и буквально через 5-10 минут после прохождения паспортного контроля я забрал свой чемодан. Так, в прошлый раз я летел узбекскими авиалиниями, сегодня я лечу авиакомпанией TestJet, которая предлагает простой и доступный перелет. И сейчас мы проверим, какие сюрпризы ожидают пассажиров в полете. Проходим регистрацию, вообще никого нету. Сегодня на регистрации практически никого не было. Мы пришли, были первые в очереди и прошли очень быстро, буквально там за 2 минутки. После прохождения паспортного контроля есть немного времени поискать наш самолет. Да, вот он наш кукурузник, как говорят в народе. Сегодня мы заходим через задний проход. Можно через передний, но мы через задний. К сожалению, сзади нас никто не встречал. Лететь сегодня мы будем на небольшом самолете Avro RJ85, который значительно отличается по размерам от Airbus A320 или A321. Отделение для ручной клади обычное, как и в обычных самолетах, но в районе 10 места оно заужено. Так что имейте в виду, если у вас стандартный чемодан, то вы его туда не положите. О, 2 места всего. Расстояние до следующего сидения достаточно, а вот подлокотники были сильно потертыми. Чувствуется, что самолет довольно-таки долго эксплуатируется. И даже некоторые стекла, как у меня, были поцарапанными. Из напитков были представлены вода, кола и фанта, а стаканчики были без брендирования. Вот и все, приземлились. Полет в TestJet позади. А вы летали этими авиалиниями? Как вам ощущения? Похожи на мой опыт или совсем другое?